Всем привет! Мы снова на нашей даче, и мы продолжаем стройку нашей каркасной бани. Сегодня мы будем делать ветровлагозащиту стен, а также обрешетку под имитацию бруса. Оказалось, что у нас временный верстак немножко мешает монтажу пароизоляции этой ветровлагозащитной, поэтому будем сейчас сначала демонтировать некоторые досочки, а уже потом заниматься этой пленочкой. Так, все вспомогательные конструкции наши разобраны, при помощи которых мы тут пилили все и вымеряли. Теперь мы приступаем к монтажу ветроизоляции на стены. Ввиду особенностей конструкции стен у нас тут получилась вот такая вот история. Промежуток как раз в углу. Изнутри к нему уже доступа нет, поскольку там установлена доска, на которой будет крепиться стена. Ну, внутренняя отделка стены имеется в виду. Вот, и получается, что доступ в этот уголок был только снаружи. И прежде чем ветроизоляцию закрывать, нужно было это дело вот так вот закрыть теплоизоляцией. Ну вот, мы почти закончили первый уровень ветрозащитной мембраны. Сейчас я ее доделаю, уже скобочки закончу степлерить. Потом проклеим скотч вот здесь по уровню, для того, чтобы второй уровень ветрозащиты, который будет нахлест, мы смогли проклеить, и так, чтобы туда не дуло ветром.
Еще у нас сегодня весьма сильный ветер, поэтому некоторые моменты делать было сложно, когда его раздувало во все стороны. Но ничего, справились. В общем, немножко не хватило нам этой ветрозащиты. Вот буквально, вот сколько тут, 1,5 метра, наверное. Напомню, у нас ширина 4 метра, а длина 7,80. В рулоне 70 квадратных метров, там по длине, по-моему. Ну, не знаю, сколько точно, но, в общем, не хватило. Так что вот такие дела. Будем сейчас... У нас был еще небольшой остаточек вот, от заделок пола под стенами. Так что как раз его сейчас сюда используем. Так, мы закончили ветроизоляцию. Полностью вот оно все у нас готовое. Так, где тут у нас фокус? Вот. Стеночки зашиты. И теперь мы делаем обрешетку из брусочка. Вот, закрепим его на саморезы, на желтые, оцинкованные. Это будет у нас и вент-зазор. И также на них будет уже крепиться имитация бруса. Вот, занимаемся этим монтажом сейчас. Ты уже снимаешь меня? А, ты уже снимаешь. Подойди поближе. А то микрофон-то на тебе. Вот. Первый саморезик я вкручиваю прям тут, чтобы было удобно. Снизу у нас сделаны отметочки, чтобы все было на одной высоте. А теперь мы монтируем брусочки для вент-зазора. Вот так, одна стеночка готова. Закончили монтаж ветровлагозащитной мембраны по стенам. Вот она у нас, значит, тут готова. Также готова обрешетка под имитацию бруса, которая
создает вент-зазор, и на который будет имитация крепиться. Тут вот у нас будут окна. Это будут банные окна в парной и в моечной. Здесь у нас будет окно в предбаннике. Оно большое, будет открываться. Как раз вот здесь вот у нас будет располагаться терраса. Ну, она пока еще совсем не готова. И будет здесь вот, можно на улочке сидеть у окна. Как раз. Вот здесь сделаны выпилы. Вот такие с одной стороны и с другой стороны. Они нужны для того, чтобы пар, который будет выходить из-под мембраны, не упирался сюда, вот как бы получается, в эту перекладину, а выходил вот через эти вот специально сделанные прорези уже на улицу. Так, у меня, кажется, потеть камера начала. У нас уже вечер, поднимается туман. 8 часов, темнеет. Ну, надеюсь, на камере еще не так темно все, как здесь. Вот тут около дверей тоже сделано. Ну и с этой стороны, вот здесь, где у нас будет веранда, здесь тоже будет окно довольно-таки большое. Вот здесь тоже также сделаны обязательно вот эти вот выпилы по обеим сторонам для выхода пара из-под окна, из-под того пространства. Ну и задняя стенка, на ней никаких окон, дверей, ничего нет, просто сплошная стена. Вот она полностью сделана. Также на фронтонах сделана обрешеточка туда до верха. Вот тут вот пришлось мне в центре кадра наращивать немножко стойки конька сюда в толщину, потому что они утопленные получились. И обрешетка висела в воздухе. Ну вот так вот она теперь тут зафиксирована саморезами. Все это дело прикручено. Ну, дальше у нас по плану уже вот здесь вот смонтировать снизу сетку от грызунов по всему периметру, чтобы они в стены не попадали. И будут отливы цоколя. Точнее, над цоколем. Но это уже будет в другой раз. На этом заканчиваем. Всем пока.